Benelux – это не название чистящего средства для ванны, это союз 3 стран – Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. А само слово – это комбинация первых слогов этих стран. Benelux стал по сути прототипом для Евросоюза еще 10 лет до его создания. Я твой отец. На территории Бенилюкса подписали Шенгенское соглашение, благодаря которому между 26 европейскими странами можно ездить без пограничного контроля. Сегодня, когда и Бельгия, и Нидерланды, и Люксембург входят в Евросоюз, смысла в союзе Benelux поубавилось. Но тем не менее упразднять его не собираются и хотят, чтобы он продолжал играть образцовую модель для всей Европы. Во всех 3 странах монархия, точнее ее символическая форма. Мы поехали в Париж и обратно через Люксембург, Бельгию и Нидерланды, чтобы посмотреть своими глазами и сравнить такие разные страны такой единой Европы. Начало пути было в Гамбурге. Под самую крышу упаковали Твинго и поехали в сторону Люксембурга. Брутальный и монотонный немецкий автобан. Половина всей его сети в Германии не имеет скоростного ограничения. То есть можно выжимать столько километров в час, сколько сможешь. У Твинго это чуть больше 100. А вот лучшее качество дорог в Европе, в Нидерландах, это и впитывающий в воду асфальт, и длинные выездные полосы, и красивое озеленение. А вот самые вкусные сосиски все-таки в Германии. Сосиски. Хороший знак. Прямо перед границей есть древний город Трир. Он так близко к Люксембургу, что некоторые его жители ездят каждый день туда на работу. Это буквально 40 минут. На окраине Трира есть вот такая архитектурная скульптура. Это башня Люксембург, или ее официальное романтичное название «Башня мечтаний и стремлений». Она сделана по проекту Франсуа Валентини и подарена Триру от Люксембурга в национальное шоу садов. Да, здесь есть такое. Здесь динамично скомбинированы лестницы с видовыми балконами в разные стороны. С них открывается вид на виноградники. Все движение этой композиции буквально направлено в сторону Люксембурга. Дорога туда идет вдоль реки Мозер. По обе стороны холмы. С одной немецкие, с другой люксембургские. А на них растет виноград для местного белого вина – рислинг. Да, в Германии пьют не только пиво. Граница между государствами особо незаметна. Это просто мост. С одной стороны флаг Германии, с другой Люксембурга. С 2019 года это самая богатая страна в мире по ВВП. При этом по площади она в 2 раза меньше, чем Стамбул. Леса и времянки для строителей делают с принтом оригинального фасада, который за ним. Всю страну можно проехать за 45 минут. Она маленькая, но все же больше, чем все карликовые страны Европы вместе взятые. Поэтому по некоторым версиям к ним не относятся. Все это не мешает Люксембургу быть самым богатым в мире по ВВП на душу населения. За 40 гривен штаны, блин. Точнее было бы тогда сказать, что не Люксембург самая богатая страна, а люксембуржцы самые богатые люди. Столица Люксембурга называется тоже Люксембург. Иногда добавляют Сити. Первой, с кем нам удалось пообщаться, была говорящая секс-кукла. What is your job? I can do a lot of work, but my job is arranged by the master. Это проект Репрезентантинен немецкой художницы Луизы Клемент. Кукла сделана по внешнему виду как реплика своей создательницы.
Художница ответила на 2000 личных вопросов, чтобы запрограммировать основу поведения куклы. Она подключена к искусственному интеллекту и может отвечать на вопросы. При этом она может еще и обучаться. Всего таких копий сделано 10 штук. Они все отправлены в разные места. Через несколько лет планируется собрать их всех на одной выставке и сравнить, как изменился интеллект каждой из них. Эту копию мы нашли в форуме современного искусства «Казино Люксембург» в самом сердце исторического города. Личное пространство, где может быть библиотека, open space, и, в общем, все для людей. Ой, ви в мене. Из одного из его окон идет лестница в небо. Это проект пары крутейших швейцарских художников. Они занимаются предметно ориентированным искусством, то есть создают объекты под конкретное пространство. Их проекты изобретательные, остроумные и интеллигентные по отношению к контексту. Так и лестница в небо из окна. Она создает выразительное пространство внутри и визуальный аттракцион снаружи. С другой стороны казино Люксембург открывается вид на район Гаре, переводится вокзал. Туда через реку Петрус ведет мост Адольфа, другого Адольфа, который герцог. 120 лет назад, когда его построили, это был самый длинный каменный мост в мире – 150 метров. Сейчас его еще и круто реконструировали, под ним пустили подвесную велосипедную дорожку, подвешенную на вантах к оригинальному мосту. Вот эта конструкция каменная. Можно смотреть на городской силуэт, обрамленный арками моста. Ну красота же! Перепады рельефа в центре города впечатляют и слегка дезориентируют. Один из критериев крутости города, который можно увидеть с Google карт, это количество зелени. В Люксембурге старый город окружен кольцом парков и скверов. Не в городе построен парк, а как будто город стоит в парке. Не город построен в парке, а город стоит в парке. Так, по-другому. В самой богатой стране мира обедали мы на улице. Бутылочка бургундского, купленного в Люксембурге. И Татьяна ест сэндвич тройной сыр. Зато еще до Парижа мы зашли в Нотр-Дам. Только не де Пари, а де Люксембург. В этом соборе аж 2 органа, так что музыка здесь звучит вдвойне эпичнее. Есть Нотр-Дам де Пари, но это попса. Нотр-Дам де Люксембург. Кстати, это футболка мерч одного парижского ресторана. Потом ее куплю. Уже темнело. Палатку я поставил на окраине нового бизнес-района Кирхберг. Официально дикий кемпинг в Люксембурге запрещен. Если полиция нас увидит, вручит штраф от 50 до 500 евро. Но вряд ли она приедет на поле ночью. А утром я все быстро собрал. Помимо жилья, можно еще сэкономить на общественном транспорте. И даже легально. Не нужно не покупать никакого билета, потому что проезд в Люксембурге единственный, пока не точно в Европе стране, бесплатный. Оля? Уже 2 года все железные дороги, кроме вагонов первого класса, автобусы и трамваи бесплатные. И для местных жителей, и для туристов. Это сделано для того, чтобы разгрузить дороги от машин и, соответственно, уменьшить выброс СО2. Каждый день около 200 тысяч человек из Франции, Германии и Бельгии ездят на работу в Люксембург. Часто они доезжают до границы и здесь пересаживаются на местный транспорт. Круто же! За этот бесплатный проезд, как ни парадоксально, платят сами люксембуржцы – 41 миллион евро в год через налоги. Кирхберг, на окраине которого мы ночевали, это бизнес-район с современной архитектурой. Как уже говорилось, рельеф города экстремальный. Районы связаны хитросплетениями мостов, виадуков и тоннелей. Застраивать Кирхберг начали сразу после открытия моста герцогини Шарлотты. Набор слабо сочетающихся друг с другом форм – это европейский квартал.
Теперь, когда район стал полноценной частью города, здесь построили государственные, культурные и бизнес-учреждения, в том числе суды Европейского Союза. Он выглядит так же скучно, как и то, чем в нем занимаются. Две золото-богатые башни – это реверанс Оскару Немейеру с его национальным конгрессом в Бразилии. На другой стороне бульвара Кеннеди – филармония. Особенно на контрасте с судом, эта композиция плавных и прямых линий выглядит художественно. В плане это растительный лист, который окружен 3 рядами 20-метровых колонн. В промежутках они создают муаровый эффект. За филармонией модернистский музей современного искусства по проекту Юминбея. Он интегрирован с исторической крепостью Три Желудя. Изначально Юминбей хотел застроить всю крепость, то есть не оставить вообще никакой исторической материи. Местные жители тогда устроили протест, благодаря которому крепость была отреставрирована и сохранена. А музей современного искусства построили у нее на задворках. Изящности в нем мало. Вспомним еще о мистере Бэе в Париже. Прохлада. Самая большая библиотека Люксембурга тоже в Кирхберге. Вовнутрь можно попасть любому, даже не люксембуржцу. Здесь высокое светлое пространство и каскад книжных стеллажей. В них встроены и рабочие места, и комнаты для обсуждения. Здесь можно снять отдельную кабинку для презентации, чтобы провести конференцию и чтобы шум не мешал посетителям библиотеки. В таком месте есть риск начать читать. Помимо большой новой библиотеки, еще на улицах встречаются такие книжные полки. Идея того, что ты выбираешь, читаешь и возвращаешь. Самый высокий ВВП, бесплатный транспорт, а к нему еще и образование и медицина. Так как же Люксембург дошел до такой жизни? В 19 веке 80% населения занималось сельским хозяйством. В то время это было непросто, и многие семьи едва ли зарабатывали на еду, так что почти треть уехала из страны, в основном в США. Первый прорыв случился, когда нашли железо. После металлургического бума в конце 60-х начало развиваться банковское дело. Европейские штаб-квартиры Skype, Amazon, Pepsi, FedEx и IKEA находятся в Люксембурге. Настоящий взлет был в нулевых. Он был связан уже с технологическим бумом. В это время всего за 5 лет ВВП удвоился. Правительство создало выгодные налоговые условия для онлайн-бизнеса, особенно для частных банков. Сейчас здесь занимаются вообще космосом, и это не форма речи. Люксембург инвестирует в исследование добычи ископаемых на Марсе. Люксембург привлекает талантливых сотрудников из разных стран и создает для них комфортные условия для работы и высокую зарплату. Здесь традиционно лояльное отношение к иностранцам и к их разным культурам, так что они не чувствуют себя здесь чужаками. В основе благополучия жителей и гостей Люксембурга лежит безопасность в широком понимании, от высокого уровня здравоохранения до низкого преступного. Девушка, стой. Из страны денег мы ехали в город любви. Франция встречает платной частной дорогой. 24,60! 24,60! Артуру испортилось настроение. 24,60? И сон как рукой снесло. За 2 часа дороги? Я в шоке. Мы остановились в дизайнерском отеле на окраине Парижа. С палатками на сегодня покончено. Привет, цивилизация. Привет, театр. Будешь выступать сегодня? После дороги освежились вином, которое в Антверпене оставят на столе пожертвований.
Утро в Париже начинается, конечно, с кофе и круассанов. Во дворике среди парижских домов. В фойе отеля продают футболки с девизом Франции по частям: «Liberté, égalité, fraternité» – свобода, равенство, братство. А плавательные сандали подошли по размеру. Отель оказался в злачном районе Сен-Дени. Это рекордсмен Европы по нападениям и грабежам. Исследовать его с Татьяной целенаправленно мне было не обязательно. Хотя сегодня здесь уже не так опасно, как несколько лет назад. Уже ругаются, что я снимаю. Как бы завтра на этом рынке товаров из нашего двинга не было. Татьяна обошла эту богадельню. Красота Парижа в том, что ехать куда-то целенаправленно в принципе не обязательно. Можно просто гулять по улицам, и тебе на каждом шагу будет попадаться что-то красивое и интересное. Концентрация исторической и культурной материи на квадратный метр здесь реально поражает. Переходишь мост, а под ним кладбище Монмартр с могилами Стендаля и Золя. По секонд-хенду здесь бегают лохмотья. Потом идешь по улице, сворачиваешь в проход, а там вместо внутреннего двора древнейшая арена Лютеции. Ей уже 2000 лет. Ее откопали случайно, когда рыли котлован под автобусную станцию. Тогда сам Виктор Гюго попросил городской совет взять арену под защиту. Вот так она выглядела в свое время. Здесь даже сохранились клетки для львов. Полиция расследует очень серьезное дело. Дело о похищении шарика для питанка. Там, где в первом веке нашей эры проводились гладиаторские бои, сегодня люди играют в питанг, полиция проводит операцию, а зрители пьют сидр с горла. Пиво производится в Париже, такая красивая этикетка. По вкусу. Ну вот оно реально, оно утонченное, вот что-то в нем такое. Когда увидишь, сколько стоит бокал пива, становится понятно, почему все пьют вино и сидр. В магазине, откуда сидр, продавец Мартин показал нам трафарет уличной художницы Мистик. Это парижская Бэнкси с эротическим уклоном. Эротизмом пропитан весь Париж. И речь не только о бульваре де Клиши с кабаре Мулин Руж и районом красных фонарей. В ресторанах девушки флиртуют с официантами. Эротично светит заходящее солнце. А воздух пропитан любовью. Кстати, в Пигале, так называется район красных фонарей, есть одно крутое место. Это незастроенный участок между двух жилых домов. На нем Иль Студио сделали баскетбольную площадку Пигаль дю Пер в психоделических цветах. Периодически дизайн площадки меняют. Самая сочная раскраска была сине-лилово-желтой. Если идешь к какой-то достопримечательности целенаправленно, Это было близко. например, к базилике Сакрэ-Кёр, то есть базилика Святого Сердца, есть вероятность, что там тебя будут ждать толпы туристов, Микки Маус и очередь на вход.
хотя вид с самой высокой точки на Монмартре открывается на весь город. Мы дальше гуляли по Парижу, без плана и цели, и следующим на пути попался павильон Арсенал с музеем архитектуры Парижа внутри. Там проходила выставка проектов финалистов пространства вокруг Нотр-Дам-де-Пари, учитывая его реконструкцию после пожара. Это проект победителя бельгийского бюро Басса Сметса. Под площадью перед главным фасадом собора будет ресепшн. Откроют для посещения археологический склеп и выход на речной балкон Сены. По сравнению с другими финалистами проект выглядит скромно. Здесь минимально дизайна, с площади под землю ведут две небольшие лестницы. Все внимание направлено на сам собор и пространство вокруг него. Кстати, идея этого проекта – это вернуть самих парижан к Нотр-Даму, так как последние десятилетия сюда приезжают только туристы. Через дорогу от Арсенала бывшая префектура Парижа. Это неприступное, давящее масштабом здание, что проявлялось и в безжизненной площади перед ним. Но в этом году закончилась его реконструкция по проекту Дэвида Чипперфильда. И получилось приятное открытое пространство внутреннего двора. Оно сделано с помощью легкой и изящной аркады, на которую посажен стеклянный объем. Аркады создают привлекательный жест входа через сад. Теперь в этом комплексе есть жилье разных классов – общежития, магазины, офисы и детский сад. Два верхних этажа, которые были доступны для публики раньше, снова открыты. Это инсталляция Олафура Элиассона с зеркальным потолком в ресторане на самом верху. Через нее можно посмотреть на отзеркаленную панораму Парижа. Настоящая французская еда есть в ресторане Бульон Шартье. Не путать с ювелирной фирмой Cartier. Ресторан очень атмосферный. Интерьер как с картины Ренуара. Официанты пишут твой заказ на скатерти. Там мы ужинали с настоящей парижской парой, французом Полем и китаянкой Йиян. Ему 42, он студент и ищет себя. Она художница и преподает скульптуру. Ожерелье у нее на шее она сделала сама. Заказывали все самое французское. Улиток, стейк и картошку фри. Хотя насчет картошки фри бельгийцы бы поспорили. Но об этом в следующей главе. На десерт приносят ромовую бабу со взбитыми сливками. С кофе сочетается идеально. Так, один бокал вина, второй, и мы остались в Шартье последними. Чудесное место. Так растрогало, что даже купил их мерчевую футболку. Возле одного маленького барчика отставной офицер с алжирскими корнями Жером описал мне в Париж в одном предложении так романтично, что оно стало финалом всего путешествия. Процитирую его в конце. Вечерний Париж – это отдельный кайф. Тогда даже самые туристические места становятся уютными и ламповыми. Можно сидеть во дворе Лувра перед пирамидой Юминбея и охлаждать ноги после целого дня в новых сандалях. Это все тот же мистер Бэй, против проекта которого протестовали люксембуржцы. Здесь его творения полюбили больше. Приодеться в Париже можно много где. Например, на самом популярном блошином рынке Парижа в Сент-Уэн. Здесь кипит торговля. Продавец африканских статуэток из Туниса обещает достать что угодно из любой африканской страны. Там можно подкорректировать свой стиль под французский. Татьяне нашли свадебную шляпу, а я перемерил 10 плащей Барбари. Там же готовят еще одно традиционно французское блюдо из Британии –
галеты. Жерар делает блин из гречневой муки комплет с начинкой из яйца, сыра и ветчины. Помимо того, что по Парижу можно бесцельно гулять, по нему еще и приятно ездить. Отдельный аттракцион – это площадь Звезды, где стоит триумфальная арка Наполеона. Сюда сходятся 12 проспектов, поэтому и Звезда. Здесь нет ни одного светофора и дорожных знаков. Движение исключительно интуитивное. Перед нами автобус чуть не вписался в легковушку. Нихера себе, а какой принцип? В автобусах общественного транспорта есть любопытная деталь. Это небольшой треугольник, за который, видимо, можно держаться на крутых поворотах, но с непривычки он может быть травмоопасным. Когда автобус резко тронулся, Татьяну по инерции отбросило на сиденье, и она поставила себе об этот треугольник синяк на попе. Вот так вот Париж. Привезли себе сувениры. Ехали мы на этот раз не бесцельно, а в фонд Луи Виттон. Творение одного из 3 самых богатых архитекторов мира, в том числе одного из самых эпатажных в мире, Фрэнка Герри. Фонд Луи Виттон в Париже. Город законодателей эстетики, чувства вкуса. И для этого фонда проектирует Фрэнк Герри. Что сказать? Динамичные формы здания видны еще когда подъезжаешь к нему издалека. Это живописное нагромождение поверхности, которое по идее символизирует парусник, или айсберг, или самого Герри. Что у тебя забрали? Нож и открывашку. Артура полный набор для похода в музей. Он мне говорит, у вас нож. Я такой смотрю, блин, я же из машины выложил. Я говорю, да. Он такой, 2. Я говорю, нет, точно не 2. А потом достаю, там еще открывашка, это штопор. Да. Она такая сложенная, выглядит тоже как нож. Внутри комплекса концертный зал, ресторан, Назван именем архитектора Ле Фрэнк. книжный магазин. И выставочные пространства. Казалось, что видео здесь нельзя записывать. It's not allowed. Больше всего впечатлила работа Катерины Гроссы «Сплинтер». Это живописная абстракция, только она написана не на плоском холсте, а в трехмерном пространстве. Исполнять такое получается с помощью пульверизатора. Здесь чувствуется и смелость, и свобода, и энергия. Чтобы изготовить стекла для парусов, каждая со своим индивидуальным изгибом построили специальную печь. Вообще бюджеты здесь чувствуются в каждой детали. В итоге проект и его воплощение стоили 800 миллионов евро. Оплачивал Бернар Арно, президент Луи Виттона. И в этом году самый богатый человек на Земле. Паруса накрывают 3 открытые террасы. С видами на лес, на Эйфелеву башню. И башни Ла Дефанс. Как почти во всех проектах Фрэнка Герри, здесь нет масштаба, привязки к месту, городу, к стране. Зато есть авторский стиль Герри. Это впечатляющий своим масштабом, техническими решениями и проработкой деталей объект. Из-за своей самодостаточности и даже автономности это больше объект искусства, инсталляция или скульптура стройной функции, чем архитектура. Еще один фрукт с похожим набором качеств – это Парижская новая филармония. Как фундейшн Луи Виттон. Опять живописное нагромождение объемов, только уже не в плавных, а в ломаных формах. Здесь определить автора будет уже сложнее. Жан Нувель работает с разными формами, в том числе и архитектурными. Листы нержавеющей стали. Здесь они же только перфорированные.
за вот этим криволинейным фасадом вертикальное остекление обычное. То есть это только создает эффект для экстерьера. Это старая школа архитектурных творцов, которых не принято критиковать. Опять же, масштаб и техническая проработка, материалы, узлы действительно поражают. Пока мы рассматривали здание филармонии, с разных сторон издалека доносилась ритмичная музыка. Так как в тот день концерта не было, я подумал, что это репетиция, и мы пошли на звук. Бит пульсировал из парка. И, о чудо, между ним и эфемерной отражающей массой стоит небольшая красная конструкция с настоящей народной филармонией внутри. Любители музыки нас заметили и начали звать к себе. Мы с удовольствием присоединились к этой парижской публике дам и господ. И при всем ощущении легкой дикости происходящего, в воздухе по-прежнему была любовь. Ну и то, что они тут курят. Все, с кем мне повезло пообщаться в Париже, считали себя парижанами, вне зависимости от их бэкграунда. Будь это студент из Лиона, скульпторша из Шэньчжэня, военный из Алжира, продавец африканских скульптур из Туниса, сомелье Мартин, все отзывались о Париже с любовью и хотели передать ее мне и Татьяне. И у них это получилось. Брюгге сохранился лучше других средневековых городов Бельгии. Дыра. Брюгге не дыра. Я и так знаю, что это дыра. Бельгии как государству без малого 200 лет. Забавно, как оно вообще получилось. Было два региона – французская Валлония и голландская Фландрия. Они решили стать независимыми и объединиться в одну страну – Бельгию. Но вот незадача. Одни говорят по-французски, другие по-нидерландски. И друг друга они не понимают. Так языковой вопрос и не решился. Бельгийского языка не существует. Поэтому официальных их три. В Валлонии французский, во Фландрии нидерландский, в нескольких приграничных деревнях еще и немецкий. Твинго летел в бриллиантовую столицу мира – Антверпен. Это Фландрия. Перечная колбаса, которую потом купим в маркет-халле в Роттердаме, О, еще одна селедка. идеально подходит под бельгийское пиво. Этой ночью палатка стояла легально, на кемпинге. Приятно просыпаться, когда тебе не надо на работу и нет риска, что тебя штрафанет полицейский. Хотя именно это место под деревом не рекомендовали. Я когда вчера установил палатку, чувак из этой вышел, говорит: слушай, я бы рекомендовал тебе отсюда убрать ее. Я говорю: а что такое? Он говорит: ночью будут птицы на дереве сидеть, все какают. Я рекомендую туда лучше поставить. Я посмотрел, на полу вроде ничего такого нет. Все осталось. Вот, ну, вроде бы все нормально. Хотя, блин, на самом деле, был прав. Две какашки обнаружили. Ну, сами виноваты. Татьяна заварила кофе на столе пожертвований. Когда с кемпинга уезжают домой, то, что в путешествии не использовали, оставляют для следующих кемперов. Бутылка оливкового масла, бечевка, путеводитель по Антверпену и 2 йогурта Данон внутри категории С. Карта, если ты потерял. Еще есть карта. Отсюда и вино, которое мы пили в Париже. Его оставили наши соседи по кемпингу, две нидерландки, Лара и Жюстин. Они возвращались из местных гор, Арден. Ciao, have a nice trip. Были еще соседи слева, но их я не стал беспокоить. Кроме мировой столицы бриллиантов, Антверпен еще второй самый большой порт Европы после Роттердама. Про него как раз следующая глава. Антверпенский порт – это как ворота для контрабанды наркотиков в Европу. Штаб-квартира порта Антверпен сделана по проекту Захи Хадид. Раньше здания администрации порта были разбросаны по всему городу.
и портовые власти решили их собрать в одном комплексе. Место выбрали в заброшенной пожарной части. Она была памятником архитектуры, то есть ее нужно было сохранить. Это было основным условием архитектурного конкурса. Все 5 офисов участников вынесли новый объем над существующим зданием. А удачнее всех это сделала студия Захи Хадид. Интересно сравнить эту красоту с фондом Луи Виттона. Как и проект Фрэнка Герри, это тоже похоже на большую динамичную скульптуру. И там можно даже увидеть корабль. И тот и другой проекты в первую очередь говорят нам об авторе. Поэтому они оба больше объекты пространственного искусства, чем архитектура. Но в отличие от парижского парусника в лесу, у антверпенской яхты можно заметить связи с местом, контекстом и даже с функцией. Первое – это образ. При том, что корабль это всегда метафорично, и его можно применить где угодно, хоть в парижском лесу. Но все-таки в порту он более актуален. На полу карта Антверпена, этим огромным портом. Кроме корабля, форма и фасад ассоциируются с алмазом. Это напоминает, что Антверпен – бриллиантовая столица мира. 85% мировых необработанных алмазов проходят через город каждый год. Второе – это контекст, то есть бывшая пожарная часть. Это историческое симметричное здание с правильными пропорциями, привычным масштабом и скатной крышей. Новый объем – это полная противоположность. Здесь нет масштаба, это не похоже на здание и поражает тем, что вообще непонятно, как оно держится. На самом деле оно взаимодействует с бывшей пожарной частью на жестком контрасте и получается очень эффектно. И третье – это связь с местом. У нового объема направленная динамика. Он явно на что-то указывает. А указывает он через Лондонский мост на центр исторического Антверпена. Можно, конечно, спросить, почему не на порт, но спрашивать уже не у кого. Заха Хадид умерла в год открытия штаб-квартиры порта. Очень жаль, уже при жизни она была легендой. И когда она умерла, мэр Антверпена назвал эту площадь ее именем. Рядом с пожарной раньше была насосная станция Памп-Хуис для откачки воды из дока. Бывшая насосная. Помп – это насос, Хуис – это дом. Потом док убрали, чтобы расширить канал. А Памп-Хуис был такой красивый, что получил статус памятника архитектуры. Сейчас в нем ресторан. Внутри сохранили все 3 насоса. Можно сесть и выпить чашечку кофе с видом на порт. Если смотреть в сторону Антверпена, можно увидеть Красную башню. Это музеум Андерстром, то есть музей на реке, сокращенно МАС. Здесь каждый уровень с прозрачным пространством повернут на 90 градусов по отношению к предыдущему. Обзорный маршрут поднимается по спирали вокруг выставочных залов. Получается такой вертикальный променад. По ходу действия ты осматриваешь всю панораму города. И заканчивается все еще и смотровой площадкой на крыше. Город, в котором весь порт никогда не спит. Волнистое стекло сделано, чтобы создать геометрическую жесткость и избежать рам, так, чтобы смотреть на город было лучше. Но как раз из-за преломления смотреть не очень приятно для глаз. На крыше стоит вентиляционное оборудование, поэтому она выглядит технически. Ничего, в следующей главе в Роттердаме будет настоящая терраса мечты. Облицовочный материал выглядит эффектно. Плиты разных оттенков из индийского красного песчаника были доставлены по морю из Индии. Потому что здесь порт и потому что могут. На эти плиты прикреплены серебристые руки. Они отсылают к легенде основания Антверпена, когда возле реки жил великан и брал деньги за переход на другой берег, а тем, кто не платил, отрубал руки и кидал в реку. В итоге бравый молодец Брабо сам отрубил руку великану и выкинул в ту же реку. В общем, на нидерландском «Handwerpen» — это бросать руку. Бросать, а не взбрасывать. Внутри, в самом ядре, есть выставочное пространство, музей истории города.
И еще, что очень круто, здесь открыты для посещения запасники и хранилища. То есть то, что обычно пылится годами и ждет тематической выставки, здесь можно увидеть в любое время. За решеткой картины, все запасники, все склады, архивы, все можно вот так посмотреть. Круто. Некоторые выставлены прямо как в музейном формате. В Роттердаме будет свое видение этой темы. Подходило время обеда. Отличная возможность попробовать национальное бельгийское блюдо – картошку фри. Стоп, или все-таки она французская? Во всем мире она известна под названием French fries, то есть французская. Но вот Бельгия подает заявку в ЮНЕСКО, чтобы признать эти золотистые ломтики наследием бельгийской культуры. По легенде, жарить ее в масле придумали в бельгийском городе Намур. Там обычно жарили мальков, но один год зима была такой холодной, что река замерзла. И вместо рыбы стали жарить картошку, нарезанную, похожую на мальков. А французы говорят, что картошку фри впервые начали подавать в Париже, на самом старом мосту Понт-Нёв. В общем, есть разные версии. А вот как фри стало популярным во всем мире, известно точно. Американские солдаты, которые вернулись в США после Первой мировой войны из Валлонии, привезли этот рецепт и, особо не задумываясь, назвали French fries, потому что в Валлонии говорят по-французски, а какая там страна, они и стали разбираться. Также Бельгия известна своими вафлями. Судя по отзывам, одни из самых вкусных в вафельном доме Ван Хеке. Здесь их готовят либо с 905, либо с 903 года. А картошку фри взяли вместе с люциферами в дорогу. Люциферы — это палочки куриного фарша с чили-наконечниками. Они похожи на большие спички. В дороге была такая жара, и эти люциферы еще. От солнца у Татьяны начались флешбеки из Трирского бассейна. Мы ехали в Нидерланды. До Роттердама здесь всего 1,5 часа на машине. Правильное название страны – Нидерланды, а не Голландия. Хотя и то, и другое не совсем точное. Нидерланды переводятся как «нижние земли», а исторически этот термин относится к территории примерно всего Бенилюкса, то есть больше, чем государство Нидерланды. А Голландия, наоборот, меньше, потому что Северная и Южная Голландии – это только 2 из 12 провинций страны, хоть и самые популярные. Роттердам как раз в Южной Голландии. Здесь есть самый большой порт в Европе. Основная его функция – это прием и переработка нефти. Он построен на реке Ньеве-Маас, которая впадает в Северное море. Сюда приплывают миллионы тонн грузов со всего мира каждый год, и отсюда уже растекаются по всей Европе и наоборот. 60% остаются в Нидерландах только для перегрузки и идут дальше в третьи страны. Кроме порта, Роттердам еще известен своей современной архитектурой. Нидерланды в принципе это ее прародители. Она здесь развивалась по принципам скупости и умеренности протестанства, в отличие от пышных и шикарных архитектур Франции или Испании. Сделать архитрип выпуск только про современную архитектуру Роттердама было бы сложно. Здесь каждое второе здание заслуживает отдельного внимания. Паркую машину в подземном гараже. Поднимаемся вверх по лестнице, а тут огромное пространство со светящимся воздухом, а над ним расписной свод. Что это? Храм Солнца? Сикстинская капелла? Нет, это Марктхалл, то есть рынок. Пространство рыночного холла накрыто аркой со стеклянными фасадами с двух сторон. Подковообразные оболочки – квартиры на верхних этажах и магазины с ресторанами на нижних. На подземном уровне здесь гараж и супермаркет. Во время строительства археологи нашли здесь ферму X века. Из найденных объектов сделали выставку здесь же, возле подземной парковки. Она называется «Лестница времени». На дисплеях можно узнать о каждом предмете. На самом рынке продают всякие вкусности. Здесь купили перечную колбасу, которую мы ели под пиво в антверпенском кемпинге. Обязательно попробовать надо национальное нидерландское блюдо селедку Матиас, что значит девственная селедка.
Ее ловят в Северном море с мая по июль, до периода ее размножения. Пока у селедки еще не начали развиваться молоки и икра, она особенно жирная и особенно вкусная. Чтобы больше сохранить вкус рыбы, в рассоле используют меньше соли. В идеале едят ее без вилок и ножей, вот так. Берется рыба с луком. Красочности атмосфере рынка придает роспись его свода. Ее сделали нидерландские художники. Арно Кунен и Ирис Роскам. Ее площадь как у двух футбольных полей. Здесь тебе увеличены во много раз и фрукты, и овощи, и зерна, и та самая рыба. Чтобы отрендерить эту картинку, на 1,5 терабайта использовали машины, на которых делают мультики Пиксара. Нидерланды известны исторически своим кораблестроением. Торговля обеспечивает высокий уровень жизни в стране. Здесь одна из самых развитых инфраструктур в мире. Дороги, инженерные системы, архитектура, конечно. Интересно, что кризисный период в экономике Нидерландов был в 70-е годы, после того, как нашли месторождение газа на севере страны. Несмотря на находку таких природных богатств, ВВП остался на том же уровне, а безработица увеличилась. Но как так-то? Дело в том, что из-за внезапного увеличения потока прибыли от добычи газа многие люди потеряли мотивацию работать, предпочитая оставаться на социальных пособиях. Тогда правительство решило снизить добычу газа и пересмотреть свою политику в пользу стимулирования работодателей, чтобы они обеспечивали больше рабочих мест. И после этого получилось выйти из кризиса. Сейчас у Нидерландов есть высококвалифицированная и многоязычная рабочая сила. Предпосылки сложились для нее давно. Здесь всегда тепло принимали иммигрантов, гонимых в других странах, будь то евреи или французские протестанты. В том числе благодаря этим квалифицированным специалистам получилось сформировать сильную экономику с налоговыми преимуществами для предпринимателей. С недоверием к ним всегда относились азиатские страны. Нидерланды были первыми, кому удалось наладить торговые контакты с Востоком. Они договорились с Японией, а через нее уже пошли товары из Китая. При такой небольшой площади территории страны удивительно, что Нидерланды — это второй самый крупный в мире экспортер продуктов питания после США. Территория Нидерландов плоская, что идеально подходит для сельского хозяйства, где плюс ко всему нидерландцы используют робототехнику. В итоге у них получается максимально эффективно использовать ту землю, которая у них есть, и ту, которую они отвоевывают у моря. А такое у них четверть страны. Территорию моря получается забрать с помощью инженерных сооружений, польдеров и плотин. Об этом говорят и названия городов. Амстердам – плотина на реке Амстел, Роттердам – плотина на реке Роте. Мы ехали к другой архитектурной жемчужине. Жемчужина другая, а вот архитекторы все те же, что и у Марктхала – MVRDV. Ехать нужно через Витте де Витстрат, злачную улицу с расслабленной атмосферой. В 70-х она имела плохую репутацию из-за нелегальных игорных домов. Вот и сейчас меня тормознули полицейские. Улыбнулись и уехали. Но не няшки. Сейчас это бульвар искусств. Он соединяет портовый музей с музейным парком. В этом парке жемчужину и построили. Она продолжает тему открытых для общественности складов и запасников, как в музее Маас в Антверпене. Только на этот раз весь комплекс — это хранилище экспонатов музея Бойжман ван Бойнингем. Это первый общедоступный склад объектов искусства в мире, по-модному арт-депо. Это чашеобразное здание с зеркальным фасадом. Ее геометрия сделана так, что в отражении можно рассмотреть окружающую застройку. Забавно, что не все этого хотели, поэтому часть панелей со стороны медицинского центра Erasmus сделана размытыми, чтобы отражение не было четким.
Еще забавно то, как к идее чаши пришли. Во время предварительного обсуждения проекта на столе оказалась икеевская миска за 4 евро. Как говорится в официальной легенде, в качестве сахарницы. Сахарницы? Да в ней 2 килограмма поместится. Они там варенье варили, что ли? Вокруг сахарницы девушки качают попы. А внутри хранятся 150 тысяч объектов в разных отделениях с разными климатическими условиями. Можно приходить и смотреть на них в любое время, до 18:00. А после 18 можно подняться на террасу на крыше. Здесь просто фантастически. Целая березовая роща. Вообще озеленение такой интенсивности на крыше я вижу первый раз. То есть тут настоящие деревья, настоящие березы, настоящая ель, кусты, пауки уже полные. Рядом с зеркальными поверхностями смотрится футуристично. За зеркалами ресторан и ни одного свободного столика в нем. Настоящая терраса мечты. Рядом с зеркальным хранилищем на пруду стоит Het-Nieuwe институт, то есть новый институт. Это культурный центр, в котором объединены институты архитектуры, дизайна и дигитальной культуры. Последний этаж полностью посвящен тому самому архитектурному бюро MVRDV. Это один из крейсеров современной архитектуры Нидерландов, да и всего мира. Сложно произносимое название – это аббревиатура первых букв фамилий основателей – Винни Мааса, Якоба ван Риса и Натали де Фрис. Они рассматривают архитектуру как дисциплину на стыке разных областей знаний и привлекают разных специалистов, соответственно, из этих областей. Архитекторы выступают катализаторами процесса и его менеджерами. Один из принципов, которого придерживается MVRDV – это идейная чистота. То есть они могут разработать понятную стратегию проектирования. Если в итоге получится странная форма здания, тогда надо доказать неизбежность подобного решения, что именно оно правильно, даже если здание такой формы люди не видели раньше. Так и получились Марктхалл и зеркальное арт-депо. От Роттердама до Гааги 15 минут. Несмотря на то, что столица Нидерландов Амстердам, и правительство, и парламент сидят в Гааге. И, конечно, в Гааге есть долгожданный международный суд. Сейчас здесь судят пропагандиста радио «Тысячи холмов». Здесь же и тюрьма ООН. В ней сидел Слободан Милошевич и другие военные преступники, в основном из африканских стран. Место там еще есть. В этом же районе широкий пляж с променадом и кучей магазинов и ресторанчиков с голландской рыбой. А туристов столько, что к воде нужно прорываться. До глубины, когда вода тебе будет по пояс, нужно идти метров 100. Лучше взять ту самую картошку фри с жареными ломтиками рыбы и посмотреть на весь этот пляж с обзорного колеса. Тем более в кабинке работает кондиционер. Отсюда видно, что отдыхающих на пляже, конечно, много, но к горизонту они редеют. Как вариант, поставить там палатку на ночь. До ночи еще было время посмотреть центральные улицы Гааги. Они оказались узкие, уютные и пешеходные. С хипстерскими кафе и японским бабл-ти, с красивой архитектурой и экспериментальной. Через ворота вход в квартал с красными фонарями, но это другие красные фонари, китайские. Это местный Чайнатаун. Пестрота и разнообразие центра радуют глаз и олицетворяют идею Нидерландов, что это страна с большим культурным, религиозным, расовым и национальным многообразием. Сразу после Чайнатауна в глаза бросается белоснежная центральная библиотека. Она совмещена с городской администрацией и архивом. Это было одно из первых новых зданий этого района.
которые должны были поднять качество застройки центра и сделать так, чтобы сюда хотелось приезжать. За библиотекой совсем свежий клиент. Google еще не успел обновить его на картах. Это многофункциональный культурный центр Амара Den Haag. Включает в себя театр танца, Королевскую консерваторию, оркестровый театр и фонд Амары. Амаре – это смесь двух переводов. На латинском это значит «любить», на итальянском это значит «у моря». Ночевка, как и в Люксембурге, должна была быть нелегальной, но такой красивой. Ночью на огромном пляже нет ни человека. Впрочем, как и ранним утром. Только чайки и трактор песок просыпает. Одним из первых на пляже появился нидерландец Ерун со своим псом Кекишем. Он похвалил нас за расположение палатки в дюнах, сказал, что полицейские бы не заметили. Это именно то место, где снимали концовку фильма «Достучаться до небес». Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой. Я не был на море. Ладно, не заливай. Ни разу не был на море. Не довелось. Не был. Уже постучались на небеса, накачались текилой, буквально проводили себя в последний путь. А ты на море-то не побывал. Не успел, не вышло. Не знал, что на небесах никуда без этого? Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию и светило в себя. И солнце было укрощено. И огонь уже догорал в глубине. А ты? Что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там наверху тебя крестят лохом. Здесь заканчивается и наше путешествие. А может, только начинается. Если считать вместе с Гамбургом и Триром, то за 5 дней мы проехали 5 стран. Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург. Все они считаются высокоцивилизованными странами. Но и проблем хватает и в отношениях друг между другом, и у каждой по отдельности. Пригород Парижа в рекордсменах Европы по уровню преступности, в Нидерландах стареющее население. Франкофоны, то есть франкоговорящие жители, постоянно борются за свои языковые права с фламандцами в Бельгии. Люксембургу сложно с кем-то конфликтовать из-за своего размера. Несмотря на различия всех этих стран, несмотря на то, что у всех свои интересы, и некоторые идут вразрез друг с другом, вот уже почти 80 лет все противоречия пытаются решить цивилизованным способом. И это чувствуется в том числе на простом человеческом уровне. И пусть это звучит слишком романтично, но так и было. Я попросил 2 парижан сказать, какой Париж, одним предложением. Это было именно про Париж, но я бы мог представить это и о других городах путешествия. Один сказал, что это очень старый романтичный город, который открыт будущему. А второй сказал, что Париж — это любовь к людям, даже к туристам.